Привет, ребята! Мы отвечаем, как и обещали, на ваши вопросы, которые вы любезно задали нам в ВКонтакте и в Инстаграме. Странный вопрос, но будет ли первый альбом в iTunes? Мы не знали о том, что первого альбома нет в iTunes. Но мы не помнили, на самом деле. Дело в том, что первый альбом мы распространяли бесплатно в качестве такого рекламного, и поэтому даже никуда его не заливали, кроме как на Bandcamp. И проблема есть небольшая в том, что там есть два кавера. Каверы требуют лицензирования отдельного и отдельной оплаты. И мы не уверены, что оно вообще окупится в этом случае. Но, например, мы можем разместить его без каверов. Мы подумаем. Да. Что именно подтолкнуло к музыке и почему именно этот жанр? Почему фолк? Ну, во-первых, нам нравится. Фолк. Да, нам нравится фолк. Нравится мифология скандинавская. В принципе, такие сказки, мифы и так далее. Нравилось, что можно, в принципе, если использовать фолковские инструменты и фолковские мелодии, то, по большому счету, играть любой тип металла. Главное, чтобы в нем были какие-то вот такие элементы, да, дудки, грубо говоря. Это и есть главная причина. Вот. Ну, на мой взгляд. То есть я пишу очень не постоянно и все время какую-нибудь разную хреноту. И когда все это можно объединить в одном жанре, тем не менее, то это получается хорошо. Удобно. Какой там вопрос, как вообще пришел? Что меня для начала подтолкнуло? Да, вообще, почему музыка не там программирована, например? Ну, я это слушал Цоя. А я Наташу Королеву. Нет, музыка меня завораживала всегда. То есть меня изобразительное искусство никогда вот не доводило, не вводило в какой-то транс и так далее, а музыка вводила, вот и все. А я встретил Федю. А у меня с детства музыка моя. Я подошла к маме совсем маленькая и сказала так на кухне: мама, я хочу петь. Мама меня повела в музыкальную школу, все, понеслась. Это все состояние души. Я могу сказать, что когда я пою, я живу. Да, к басисту вопрос, что используешь, какие педальки, проц и так далее. Не использую никаких педалей, никаких процессоров. Ну да, в Бас принципе. и провод. Ну, при записи, естественно, использовали эффекты. Да, на записи у нас параллельно идет сырой бас и адски перегруженный бас мощной компрессии, который сам по себе звучит отвратительно, но вместе с сырым хорошо. Дальше. Новая песня «Когда?». Есть ли в задумке что-то лирическое, как моя любимая Слип? Для нас Sleipnir это скорее случайная песня. То есть мы обычно я не пишу такое. Хотя песня приятная, я понимаю, почему она нравится. И у меня нет никогда четкого представления о том, что я там напишу. У меня есть просто мелодия и там, не знаю, может быть, какой-то обрывок текста, из которого я хочу слепить целую песню. И как вот она слепится, это зависит просто от того, что для нее наилучшим образом подойдет. Поэтому вполне вероятно, что песню типа Sleipnir мы еще напишем, но гарантировать тут я ничего не могу, потому что специально просто не получится. Когда? Я сейчас пишу, новые песни активно. То есть сейчас у нас было поменьше концертов, и, в общем, я могу сосредоточиться на том, чтобы сочинять. И там довольно много прикольного, мне нравится. Почему не добавляете треки в Яндекс.Музыку? Просто не уследишь за всеми этими штуками, чего нас только не просили, куда только не просили добавить, да. Добавим? Ребят, если Яндекс.Музыка это что-то, что сейчас часто используется, то мы подумаем, об этом. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что да, Яндекс.Музыка это то, чем я пользуюсь, пожалуйста, добавьте. Как создавалась группа? Значит, жили-были мы с Аней, мы начали набирать группу, которая фолк, потому что я написал несколько песен в стиле фолк. Туда пришла другая вокалистка и еще клавишница, да, и у нас еще был друг наш, товарищ басист. Замечательный басист. Привет, Игорь. Игорь, Даша и Настя, это были хорошие люди, но по разным причинам мы с ними разошлись. Я пришла к вам на клавиши, мы же и я не подумала, слышали. что я не потяну учить партии. Да, дело в том, что вокалистка у нас тогда была, и мы искали клавишницу. И Настя пришла на объявление, чтобы играть на клавишах. Из этого ничего не получилось, хотя она, то есть мы бы ее взяли на клавиши. Да, я решила не подводить ребят. А потом мы периодически с ней пересекались, узнали, что вот у нее есть группа, в которой она поет, и потом даже как-то я их сводил. Не помню, записывал или нет. Он вообще сделал нам EP-альбом первый, поэтому вот. респект. Нет проблем. Вот, и на нем нам очень понравилось, как Настя поет. И когда пришло время нам с нашей первой вокалисткой расстаться, мы первым делом
связались с Настей. Ну, а я так, чисто по секрету, я все время хотела у них петь. Вы Ну только вот. им не говорите. Так что да, мы считаем, что нас свела судьба. Да. Вот. А Дениса мы, получается, пригласили по... Ну, тоже подали объявление. Да, Вот Денис пришел. да. И мы его взяли. Басистов Да. было очень много. Про них и есть много замечательных историй. Если кому-то божественных. интересно, мы можем Просто. рассказать, но уже в другой раз. Это состав, Дольше- который уже давно не Да, меняется. дольше всего мы вот в этой форме существовали. И кто формальный лидер группы? Формальный и неформальный. Я не очень понимаю этот вопрос, но, наверное, все скажут, что я лидер группы. Федя лидер всего, да, Федя все делает. У нас так получается, что мы с Аней все перетираем там между собой, что нам делать дальше, как нам вообще существовать и так далее. Все равно Федя у нас все пишет, всю музыку. Федя же играет на гитаре, Федя на бэк-вокале. Короче, последнее Федя слово делает за Федей записи, всегда. Федя делает все, да, поэтому... Демократия присутствует, но вот такая. Не, ну просто как Что бы не нравится? особо Go. вопрос не возникает. То есть, если прям кому-то что-то не нравится, то, конечно, он об этом скажет. Мы просто все умеем разговаривать и понимать друг друга. Вот. И понимать, когда не нужно разговаривать. Так. А Федя долго волосы отращивал? И я в Всю жизнь. Не, я в 11 классе, с начала 11 класса начал отращивать волосы. На первом курсе где-то они у меня так отросли до плеч, наверное. Они плюс-минус у меня всегда вот такие. Я их периодически постригаю. Года полтора. Кто-нибудь из группы слушает Black Metal? Да, Настя не только слушает, но и играет Black Metal, Да, так правильно? что- Ну, я Слушай, просто ярый скажи, фанат Блэка. какие даты группы вот твои из Блэка такие наиболее Не, тебе ну, нравятся? Кредлы, Дима Бургер, это понятно, моя любимая Да, группа прошу на не данный устраивать момент. холивары по то, что Блэк, а что не Блэк, Да. что тру, а что не тру, потому что какая разница, Ну, группа ребят? Тролл. Расслабьте булки. Пожалуйста, вам True Black. Вот. Сейчас мне нравится группа Naglfar. Это мелодик Black. Да, купите Насте билет на Наглфар. Я мечтаю просто попасть на их концерт. А, Они к давайте нам не устроим. приезжают. Dark Funeral — это вечные люди. Мне кажется, что это один из таких наиболее атмосферных жанров. Но вот я немногие группы из Блэка слушаю. Опять же, я даже не всегда уверен, что это Блэк. Но, наверное, Summoning, да, к этому относится. Приятная группа. Некоторые песни вообще охренительные. Но как бы нужно быть в определенном состоянии, чтобы их слушать. Больше 2 минут. Ты помнишь, какие называются? Классический Дими Бургер. Крылов. Классика. Турзумов. Типа в колесе. Что ты еще, по-моему, из Блэка слушал? Ну, мне нравится группа Septic Flash. Я не знаю, считается ли это за Black. И White Aggraver, это все. Любой Black, это весь Black Metal. Во, Вудза Випра. Вудза Випра вообще это одна из моих любимейших групп всех времен, и у них есть как бы Black среди прочего, хотя я больше всего люблю их последние альбомы. Но то, что с Блэком, тоже клевая Это тема. канадская группа. Да, канадская группа. Очень рекомендую Вудза Випра. Еще есть Ставропольская, Балзебут называется. Да. Почему второй альбом такой короткий, а? Я не Я понял. тоже интересуюсь. Ну, альбомы-то почему такие вообще по длине, да? Потому что такие были пластинки и кассеты, да, столько вмещали песен. Или там Да. диски потом. Вот. Сейчас таких ограничений нет, и в принципе, можно выпускать столько песен, объединенных какой-то одной темой, сколько нужно, да? Я человек достаточно медленный, медленно пишу, медленно свожу и так далее. Поэтому мне проще, наверное, придумать, записать и свести 5 песен, чем 10. Чем 10. То есть, в принципе, ребят, вы, наверное, в 3 раза дольше ждали бы 10, Все для вас. чем 5, да. Качество, а не количество. Где скрипач? О, это прекрасный вопрос. Спасибо за вопрос. Денис Стрельцов. Это Да. из группы Good Я Luck. отвечу на него вопросом. Действительно, где? Да, мы бы очень рады были найти скрипача. И принять его в нашу Мы замечательную семью. ни разу не слышали вживую у нас в России, в Петербурге, хорошего скрипача. В смысле, они со сцены слышали, может быть? Но вот так, чтобы они пришли к нам на репетицию, хотели у нас играть и играли хорошо, Такого не случилось ни такого разу не в случилось. нашей жизни. Да. Поэтому- Скрипка у нас на альбоме записана голландским скрипачом. Скрипачом как Его зовут Рован Шадеб. Рован Шуддебум. Может быть. Может быть, мне неправильно Может быть, мы произносит. неправильно произносим. Как на живых выступлениях реализовывается синтезаторная подложка? Такой плейлистик составляю, и там вот идут друг за другом песни. В любой момент Аня, которая, собственно, рулит процессом во время концертов, нажимает там «песня такая-то», и плейлистик переключается на эту песню, и она как бы начинает играть.
Вместе с тем, на отдельной дорожке там идет клик специально под эту песню. В Reaper это очень легко делать. Короче, вот сейчас у нас MacBook, звуковая карта Focusrite с 4 выходами. И там легко запустить вот Аня в наушники клик и в линию 2 канала минусовок. Добрый вечер. Добрый вечер. А вы не планируете концерт в Ростове-на-Дону? Есть ли книги, которые вдохновляют вас на творчество и преодоление препятствий на этом пути? Мы специальный концерт нигде не планируем, потому что сейчас довольно трудно куда-то ездить в плане затрат и окупаемости этого всего. Но если нас куда-нибудь позовут, мы с удовольствием. Всегда. Да. В Ростов, так что, да, если у вас есть знакомые организаторы в Ростове, то будем рады с ними связаться. Какие книги нас вдохновляют, да, на творчество? Мне Толкин очень нравится, «Властелин колец». Мне кажется, что из всего фэнтези, которое я читал, хотя я не очень много читал, мне кажется, что вот все-таки он какой-то особенный товарищ, особенно глубокий у него мир получается. И в свое время меня очень впечатлила эта книга, поэтому у нас есть песня по мотивам, да, там про Балина. Одна из первых. Вот. И, собственно, вся стилистика в какой-то степени натолкнула, да, на интерес к скандинавской мифологии. Еще мне нравится очень Достоевский из русских писателей. Ну, а на преодоление препятствий кого вдохновляет? Именно литература? Да, меня вдохновляет очень, если кто-нибудь захочет когда-нибудь прочитать биографию Энтони Кидиса. Солиста Red Hot Chili Peppers. Я книги читаю перед сном, поспать. Не, я что-то такого прям интересного для вас не читаю. Какие группы нравятся вам? Тоже рассказали. Мы рассказали про Black Metal. Мы сказали про Black Metal. Ну, давайте вот начнем с Насти. Какие группы тебе нравятся? Мне нравится много групп, я просто не помню названия, потому что их просто слушаю. От электронщины до тяжелого металла мне проще сказать, что я не люблю. Я не люблю розовую попсу, это а-ля Дима Билан или Максим. И я не люблю рэп. Какой-нибудь Гуф, Каста. Я не могу это слушать. У меня тоже очень разнообразный плейлист. Мне очень нравится группа Wood the Vipra. Мне нравится Winter Sun, Салли Эрна в последнее время. Это который Godsmack. У него сольный альбом очень приятный. Что еще? Тиририн. Тривиум. Ну, я, как и Федя, большой любитель Яри. Поэтому Winter Sun мне тоже очень нравится. Думаю, что я вообще большой любитель всего финского. Мне нравится Amorphis, Харон. Мне нравится Powerwolf. Это одна из моих любимых групп. Disturbed и Godsmack, в особенности Godsmack, потому что, Шеннон Ларкин, он очень крутой барабанщик. Я большой фанат Вали, из группы Woodskream. Привет, Woodskream. И я люблю еще, как ни странно, хороший поп в духе Си и Рианны, Мадонны. Да, еще можно сказать, наверное, что нам нравится Rainbow, Ричи Блэкмор. Да, Ричи Блэкмор. Как конкретно Дио. Вот я люблю все, что Дио делал. И еще мы любим Эминема и Noise MC. Да, такой хороший интеллектуальный рэп. И не всегда очень интеллектуальный. Надеюсь, нас не забьют ко мне за это. Ну, не знаю. Не, я реально, мне кажется, что вот с точки зрения стихосложения рэп — это шикарная штука вообще. Там такие клевые. Не, ну только если хороший, если качественно. Да, то есть есть просто ряд рэперов, которые мне нравятся. Я им не сказала, что я не люблю еще русский рок. Не люблю русский рок. Не любит Настя русский рок, понятно? Вообще. Я больше классический. Джела Никс. Старый хэви метал, Iron Maiden, ACDC, А там кто-то спрашивал что-то про хэви, и кстати. так далее. Манфред Мэнс. Ну, как же еще Метлу обязательно. Там где про Блэк, по-моему, спрашивали про хэви. И так далее. Где был вопрос про Блэк? Да, тот, кто спрашивал про Black Metal, спрашивал еще, что типа Black Metal или хэви. Вот, собственно, Денису нравится хэви. Хэви, да. Нам нравится Дио, да. Да. Нам еще нравится глэм. Мы еще любим Wasp. Мотли Крю. Какие инструменты вы используете в своей группе? Да. Ну, начнем с микрофонных стоек. Может быть, интересно, какие конкретные инструменты? Ну, давайте. Я играю на барабанах, каких предложат. Тарелки у меня Zildjian, по большей части. Zildjian Key, там Iron Cobra, барабан рабочий, Pearl, стальной.
14 дюймов на 6,5. Малый. Малый, простите. Чтобы Мало. никто не обижался, а то мы знаем. Малый барабан, 14 на 6,5 по совету моего замечательного преподавателя Олега Кузнецова. Привет. Олег. Ну, собственно, палочки Vic First. Пока еще с моделью я не определилась. Я играю на замечательных розовых палочках 5А. Вот. Они не именные просто? Нет, они просто розовые. И пробую все остальное, что есть. У меня все просто. Warwick Streamer LX5 Broadneck. И провод. У меня все самое сложное. Значит, во-первых, у меня 2 гитары. Ты рассказывай, мы пойдем кое-что попьем. Да, отличная мысль. Ну, в общем, гитара у меня Edwards JLP 112CE, если я не ошибаюсь. Короче, такой черненький Les Paul с звукоснимателями EMG. Очень такая хорошая рабочая гитара. Не очень дорого стоила и красивая. Вот, вторая гитара у меня Fender Telecaster, подписная модель Джима Рута. Беленькая, хипстерская и клевая. У меня есть педалборд, на нем у меня переключалка 2 гитар, чтобы не нужно было все время втыкать новый провод усилитель. То, что называется ABY. Потом тюнер Polytune. Не помню, какая версия. Какая-то, по-моему, не самая новая, но и не самая старая. Грелка Maxon OD 808, которая немножко звук уплотняет. И замечательный, очень-очень важный шумодав. Шумоподавитель, да, который убирает заводки, лишний фон. ASP Decimator очень клевая, хорошая педаль. И на случай, если... Ядерной войны. На случай ядерной войны, когда в каком-нибудь клубе стоит вот комбик без перегруза, у меня есть мой старый Boss Metal Zone, который иногда может звучать неплохо. Усилители... Первый альбом я записывал на Ерасове Бульдозере, и не так давно, ну хотя уже, наверное, года 2 назад, я купил себе EVH 5153, такой беленький, 50 ватт. Тоже очень приятная штука. Настя. У меня Sennheiser, которому уже лет 10, он хороший микрофон. И мне его подарили моя первая группа, которую я собрала в городе Таганроге. Идею подал мой лучший друг Алексей Задорожный. Леха, привет. Да, мы тоже тебя знаем, Леша, Да, привет. Вот. Так что спасибо, Леха, спасибо, ребята. Микрофон до сих пор живет и служит. У нас есть еще сетап для записи. Ну да, если вам интересно про запись, как мы записываем Да, и это- сводим, то да, я могу рассказать, но тогда И спросите. показать. Скрипка у нас живая, а все остальные фолковые инструменты Да, у нас это синтезированные симулировано. на разных плагинах. Спасибо за вопросы, ребята, было очень весело на них отвечать. Если что-то хотите еще спросить, спрашивайте нас. Да, и как бы Мы будем рады поговорить. Мы вообще очень рады поговорить. мы любим Всегда. поговорить о себе. Скажите, если мы слишком много болтаем, потому что мы можем все это покороче отвечать, наверное. В общем, ваши предложения по формату. И если есть новые вопросы, то, пожалуйста, пишите. Спасибо. Пока! Пока!